Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Кандидат в канцлера ФРГ требует перезапустить «Северный поток». Претендент на пост немецкого канцлера от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель в своей речи на партийном съезде заявила о возможности перезапуска «Северных потоков». Александр, как расценивать сказанное: словесные интервенции или суровое осознание? Перед нами не более чем политическое заявление. И да, я понимаю, что сейчас я вот выхожу за пределы своей вот основной темы, которой я занимаюсь, и вступаю на хрупкий лед политологии, но это же замечательная да, политическая деятель заявила, что надо снести, как только я стану канцлером, снесу все ветровые электростанции, буду возрождать атомную энергетику Германии. Но это чушь. Это откровенная чушь. Обычная для вот любой абсолютно правой партии обычное потакание низменным, либо сокровенным желанием потенциального избирателя. То есть это популизм. Как бы вы ни понимали это слово. В общем, хотят угодить избирателю, потому что оценивают настроение этих самых избирателей, понимают, что действующий канцлер не может сказать в одночасье: да, вот все, что я делал до этого, полная чушь, я теперь полностью меняю свой вектор деятельности, по-другому абсолютно все буду делать. Вообще все будет по-другому. Атомные электростанции вновь построю, ветряки снесу, солнечные панели накрою тряпочкой, газовых электростанций построю еще больше, чем обещал до этого, и ни в коем случае не буду переводить их на водород. Буду возрождать. Напишите, как это будет по-немецки, если вдруг нас из Германии кто-нибудь смотрит. Буду возрождать северные потоки. Не может он этого сказать. Значит, вы отстраиваетесь от конкурента и обещаете что-то противоположное. А учитывая, что значительная часть населения, судя по той информации, которая доносится до нас, возможно, эта информация не соответствует действительности. Ну вот, по той информации, которой мы владеем, значительная часть населения, в принципе, сочувствует вот каким-то таким тезисам. Мигранты, фу, мигрантов. Ветряки, фу, ветряки. Атомные электростанции, да наши атомные электростанции были лучшими, надо их опять построить, надо их открыть, запустить, и пусть работают. Газ, да, газ. Чушь. Ну, это просто политическая чушь. Кстати, как там другие представители АДГ, которые куда-то там в какие-то властные структуры вошли? Как там другие видные оппозиционеры, которых у нас очень любили цитировать? Сейчас почему-то меньше цитируют. А почему? А до этого они так все красиво говорили. Сейчас они что-то другое говорят, да? Противоположное или перпендикулярное тому, что говорили до того, да? Ой, кто бы мог подумать? Оказывается, если правые популисты вдруг неожиданно начинают что-то обещать, то не факт, что они это выполнят, когда дорвутся до власти. Когда и если дорвутся до власти. Да? Удивительное открытие, поразительное, никогда такого не было, что самое интересное. По поводу северных потоков, понятно, то есть, на самом деле, из того, что я сказал, можно сделать следующий вывод. Население, предположительно, население в основном сочувствует вот чему-то такому. Притом не северным потокам, не России. Оно сочувствует себе самому образца, скажем, 2019 года. Потом был 2020 год, кризис 2021 года, усугубление кризисов в 2022, 2023, 2024, 2025. Ну, хоть что-нибудь. Нет. Перспективы так себе. Перспективы 2025 года на данный момент так себе. И это означает что? Это означает, что простой гражданин, простой рабочий смотрит на окружающий и понимает, дальше будет хуже. А что нужно сделать, чтобы было лучше? Нужно сделать так, как было до этого. То есть Северный поток в данном случае это не какой-то символ надежного газоснабжения. Нет, это символ низких цен. Это символ стабильных газовых поставок и более низких цен, чем те, что наблюдаются сейчас. Почему я так сделал оговорку? Потому что Германия
в 2021 году, в начале 2021 года, то есть до кризиса, только последствия 2020 года немножечко стали как-то преодолеваться. Германия, точнее немецкие домохозяйства, платили за электрическую энергию больше, чем любое домохозяйство в среднем на планете Земля. Поэтому, когда отдельные взятые господа у нас говорят, ой, у нас дешевые энергоносители из России были источником экономического благополучия Европы, то нужно понимать, что это тезис, который двигается в самой Европе как средство внутриполитической борьбы, как средство отстроиться от конкурента. Сказать, вот вы сделали так, что вот были такие-то энергоносители, а теперь их нет, а мы, когда придем, сделаем так, чтобы было наоборот. Наоборот как? Как-нибудь наоборот. Чтобы опять было вот как-то так, как было тогда. Но и тогда тоже было не очень хорошо. То есть для понимания, ситуация в экономике Европейского Союза, если мы смотрим на энергопотребление, части нашей аудитории замечу, даже если мы сделаем скидку на возросшую энергоэффективность и промышленности, и там, бытовых приборов, и всего и вся. Так вот, если мы посмотрим на энергопотребление, если мы посмотрим на индекс промышленного производства, который является крайне важным, если не краеугольным показателем в текущей ситуации, то мы увидим, что десятые годы – это потерянное десятилетие. Это десятилетие, в ходе которого не было роста. Это в ходе которого пытались выкарабкаться из кризиса конца нулевых годов, но не смогли этого сделать. А потом еще кризис, еще кризис, еще кризис. И текущая ситуация, понятно, она хуже, чем та, что была в конце десятых годов. Но конец десятых годов – это, мягко скажем, не самое благополучное в действительности время. Да, конкретно карман отдельно взятого человека был более полон. Либо в нем было столько же денег, но на эти деньги можно было купить больше. Я думаю, многие наши зрители в курсе, как это бывает. Когда денег вроде столько же, а почему-то купить можно меньше. Вот удивительное дело, как так получается. Вот, надо в Центробанке, наверное, спросить, они что-то такое должны знать. Так вот, в Германии та же история. То есть денег у тебя может быть столько же или даже чуть-чуть больше, а купить ты можешь меньше. Как, почему? И ты начинаешь думать, нет, погодите, я хочу туда, когда я мог купить больше. Но проблема в том, что надо не туда. Надо, в принципе, заняться радикальным изменением всей вот этой архитектуры энергетического рынка. По сути, экономики. Но кто этим займется? Да никто этим не займется. А раз этим никто не займется, кстати, почему? Потому что это потребует, во-первых, опереться на какую-то, знаете, группу населения, которая не готова, как мне кажется, сейчас, чтобы на нее опирались. Во-вторых, это потребует личной ответственности. И вот ты, такой красивый, обещавший всякое, приходишь к власти и говоришь избирателям, ребят, я попробовал, прям очень сильно попробовал, но не получилось. И не получится. Потому что текущая ситуация, она проистекает из проблем, из принципов архитектуры рынка, из тех решений, из тех реформ, которые принимались в конце нулевых годов, из тех экономических проблем, которые возникли в мировом масштабе в конце нулевых годов. Текущий конфликт даже во многом, он откуда-то оттуда, отчасти. Понятно, можно тут поспорить, но вот отчасти он тоже откуда-то оттуда. И человек, придя к власти сейчас в Германии, скажет, ребят, вы знаете, да, зеленая сделка, вот это вот все, это прям... Давайте просто с мигрантами что-нибудь сделаем. Вот с мигрантами я вот сейчас ужесточу вот нормы, я сейчас наказания какие-нибудь вот для мигрантов прям. Вы же этого хотели? Нет, ну понятно, я что-то еще обещал. Но все сделать не получается. Давайте вот приоритеты расставим. Вам что главное? Чтобы было надежное энергоснабжение, экономический рост, чтобы у вас зарплаты хватало на жизнь, на обеспечение детей, ну, то есть на воспроизводство и на улучшение качества вашей жизни, или борьба с мигрантами? Ну, очевидно, борьба с мигрантами гораздо важнее всего этого вот. А это мы потом. Сейчас мигрантов мы уберем, либо закрутим им гайки, а потом ох-ох-ох. Вот эти вот замечательные правые персонажи,
Они придут и сделают что-нибудь такое, да. С мигрантами мы что-нибудь сделать можем? Можем. А с экономикой мы ничего сделать не можем. Кто понял отсылку, напишите в комментариях. Да, байт на комментарии. Особенно, если вы нас смотрите на ВК. Там надо больше комментариев, потому что ВК, да и Рутюб, платформы с таким невероятным потенциалом. Все ждем, когда он раскроется. Так вот, возвращаясь ко всей этой истории. Придя к власти, все эти люди скажут, вот мигранты, да, с этим мы сейчас что-нибудь сделаем. Вы знаете, еще с играми можем что-нибудь сделать. Вот у нас в Германии страшные ограничения против игр. Мы, знаете, вот нам кажется, что вот проблемы у нашей молодежи, они потому что вот в своих стрелялках в роботов стреляют. А мы сделаем так, чтобы можно было только краской обливать каких-нибудь животных. Поэтому все модельки роботов мы заменим на животных, а пульки заменим на краски. И в итоге компания Nintendo станет доминирующим игроком с их вот Splatoon, где просто какие-то эти самые осьминоги бегают и друг друга стреляют. Идеально. У нас тогда молодежь будет, просто, знаете, даже не надо будет немецкую классику читать, не надо будет изучать историю родной страны, физика, математика, это вообще от лукавого. Вот в игрушки будут играть, и тогда все, экономика расцветет. И мигранты. С мигрантами что-нибудь сделаем. Все. Уж извините, что я эту репризу так затянул, но Северный поток, чтобы восстановить Северный поток, чтобы начать поставки газа по Северному потоку, нужны сдвиги, мягко скажем, такого масштаба, на которые эти трепачи не способны. Априори не способны. И если у нас кто-то делает на них ставку из серии, хорошие ребята, хорошие вещи говорят, вы серьезно? Давайте так, вот если вдруг нас смотрит кто-то из принимающих решения, вдруг, всегда ли ваши коллеги, когда идут на выборы, обещают вот прям то, чем точно будут заниматься? А получив пост, всегда добиваются того, что обещали? Почему в Германии вы думаете как-то иначе? Почему вы в Германии смотрите на происходящее, на вот этот треп, не как на маркетинг, не как на маркетинговое мероприятие? Вот, это маркетинговое мероприятие, в рамках которого чаяния населения пытаются использовать в своих корыстных интересах, не более того. Не будут восстанавливать Северный поток эти трепачи. В общем, резюмируя, Северный поток нет. Тектонические сдвиги должны произойти в политике Европейского Союза, чтобы что-то такое начало происходить. Кстати, если вдруг рыльца у этих политических деятелей из АДГ, как и положено, немножечко в пушку, каком-то таком, знаете, легком, таком, знаете, вот как у цыплят, такой пушочек легкий, то тут еще проще. Можно сказать, ребят, вы что? Куда вы лезете? Вот смотрите, вот папочка. В папочке посмотрите файлики. Вам нравятся эти файлики? А вы знаете, мы можем окружающим эти файлики показать. Более того, можем показать даже правоохранительным органам эти файлики. Кстати, мы к ним сами немножечко в какой-то мере относимся. Будем сотрудничать или будем глазки строить? Я несколько утрирую, безусловно. Такого в Германии быть не может. Разумеется, вообще никогда, никак. Но делать ставку на каких-то трепачей не надо. Надо своих трепачей воспитывать, если уж на то пошло. В Германии, в Сербии, в Болгарии, в других странах. Кстати, если бы сейчас Германия сохраняла отношения с Российской Федерацией, да, экономическая ситуация там была бы лучше, но был бы газ дешевле? Нет, он не был бы дешевле, потому что газ определяет не «Газпром», цену газа определяет не «Газпром» и не покупатель. Они определяют формулу цены этого газа, а цена газа определяется на европейских биржах, в частности на TTF, куда наш газ не поставляется. На сегодня все. Всего хорошего.
Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика Инфо, подписываемся на Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы в столь интересное время мы и также дальше вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, на этом все. Дорогие друзья, подпишитесь на телеграм-канал Инфотек и на телеграм-канал Нефтегазовая игра, если вам не сложно. На сегодня действительно все. Всего хорошего.